Здравствуйте, самые лучшие в мире зрители! Меня зовут Полина. Опять проснулась не в Париже, опять на завтрак не коньяк, и принца под окном не вижу, да и погода кое-как. Осень наступает, золотые и красные листья на фоне яркого синего неба. Все может быть источником вдохновения. Да, у меня есть куски, остатки портьерной ткани. Яркую ткань используем для лицевой части, а коричневую для внутренней. Из нее выкроем 25 квадратов размером 10 на 10 сантиметров. Из цветных тканей подготовим 25 квадратов размером 12 на 12 сантиметров. Показываю порядок соединения деталей. Складываем их вместе. Сначала закрепляем углы. Потом находим серединку каждой стороны, складочку закалываем булавочкой. Получается у нас вот такая заготовка. Ее надо будет прошить по периметру. При работе за швейной машинкой такое огромное количество булавок будет только мешать. Можно приноровиться и шить без них. Опускаем иголку в самый угол, придерживаем другой угол, сразу же формируем складку и прокладываем строчку. Так прошиваем всю заготовку по периметру. Подготовленные детали раскладываем в нужном порядке. Сшивать будем сразу все детали вертикальными рядами. Заготовки второй колонки накладываем на первую и прокладываем шов. Потом в таком же порядке присоединим третью, четвертую, пятую колонки. Кстати, слышали новость? С 1 октября правительство добавит в потребительскую корзинку хрен с маслом. Так, а по шитью обратите внимание, при работе за швейной машинкой заготовки мы отстрачивали на расстоянии 7 мм от края. А при соединении готовых деталей припуск делаем побольше, примерно 1 сантиметр. Нитки не обрываем, шьем все гирляндой. Сами видите, все полотно у нас держится на соединительных швах. Теперь остается только прошить его по горизонтали. При таком способе соединения все углы автоматически точно стыкуются. Еще один секрет. Когда будете прошивать углы, там, где очень толстое соединение тканей, швы заготовок направляйте в разные стороны, чтобы было соединение замочком. А теперь надо промерить размер полученной лицевой части. Промеряем ее в серединке, хорошо растягивая. У меня получилось 45 сантиметров. Из вспомогательной ткани выкраиваем ткань такого размера для обратной стороны. Складываем с куском синтепона. Деталь для обратной стороны хочу просто простегать синтепоном мелкими квадратиками. Для этого воспользуемся лапкой для параллельных швов. Она очень облегчает работу рукодельницы. Сначала прошиваем все полотно в одном направлении, а потом строчки прокладываем в другом. Подготовленные детали складываем лицом к лицу и прошиваем по периметру, оставив отверстие для выворачивания. А сейчас вооружаемся распарывателем и очень осторожно, чтобы не повредить цветную ткань, подрежем коричневую тканюшку. При выборе материала для работы ориентируйтесь на то, что для лицевой части нужны яркие, красивые ткани, а для внутренней крепкая ткань с плотным переплетением нитей, которая выдержит нагрузку от шва и не расползется в процессе эксплуатации. Через полученное отверстие заготовку туго набиваем обрезками синтепона и холофайбера, что у вас есть, и зашиваем.
То же самое проделываем и со всеми остальными подушечками. Как показывает практика, набивать надо очень плотно. Я знаю, что многим из вас очень понравилась идея пошива таких поджопников. Я пробовала разные варианты пошива, соединяла и уже готовые, набитые подушечки. И поверьте мне, вот этот способ самый простой, быстрый и легкий. Решила все-таки напомнить, показать предыдущие работы, сделанные в этой технике. Шила я их из остатков портьерной ткани сиреневого цвета, которая осталась у меня после подшива шторы. Кстати, это очень хорошая идея – шить такую подушку для стула из остатка шторы. У нас эта подушка лежит на компьютерном стуле, и все это смотрится в сочетании с портьерами очень гармонично. Другая подушка для стула из цветных бомбонов, открою секрет, я подарила ее детскому врачу. Пусть радуется. Еще одна замечательная подушка из бархатной ткани насыщенного, благородного, сияющего цвета, сочетание темно-зеленого, бордового и золотого, украшает кресло в комнате. Сами видите, как цвет тканей, фактура, их сочетание может давать совершенно разные эффекты. Вы можете придумать свои варианты. После того, как наполнили и зашили все подушечки, подрезаем лишнюю ткань в уголках и выворачиваем нашу подушку для стула. Расправляем все уголки. И остается только зашить оставшиеся отверстия. Обратную сторону подушки я специально сделала плотной, простеганной. Это для того, чтобы она не провисала и хорошо держала форму. Но в нескольких местах я аккуратно иголкой с ниткой подхватила ее и пришила к верхней части. Конечно, это уже не первая подушка для стула, выполненная в такой технике. Но эти бомбоны нравятся всем моим родным, и приходится периодически шить новые, как говорят, по многочисленным просьбам зрителей. И в каждом новом изделии дорабатываю и улучшаю технологию пошива. Всем желаю удачи в творчестве, вдохновения, радости. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!